Всем привет! Сегодня приготовим праздничное меню из 8 блюд. Все блюда красивые и очень вкусные. Будем готовить 2 красивых салата, украшенных цветами, и 1 быстрый салат. Закуску цветок и закуску в корзиночках. Приготовим скумбрию с лимоном в духовке. На горячее подадим куриные отбивные с начинкой. И сделаем очень вкусный торт «Сказка». Первым приготовим торт, так как его можно приготовить за день до торжества. Воздушные бисквитные коржи и нежный крем всех покорят своим вкусом. Приготовление несложное и продукты доступные. Сначала приготовим бисквит для торта. 6 яиц разделяем на белок и желток. Чтобы яйца быстрее взбивались, лучше нагреть их до комнатной температуры. К белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Постепенно насыпаем 130 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой и устойчивой пены. Это очень важно. Когда увидите, что появляется след от миксера на белках, можно прекратить взбивание. Во взбитые белки вводим желтки в 2-3 подхода. Взбиваем еще примерно 2 минуты. Можно взбивать яйца не разделяя, но на это уйдет значительно больше времени. Во взбитые яйца с сахаром добавляем 150 грамм муки в 2-3 подхода, просеивая ее через сито. Просеивать муку нужно обязательно. Аккуратно перемешиваем лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. Тесто должно получиться воздушным. Все перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Форму с тестом ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 35-40 минут. Бисквит испекся, оставляем его остывать. Остывший бисквит достаем из формы. Лучше всего бисквит испечь заранее и дать ему отлежаться ночь. Тогда он будет хорошо резаться и меньше крошиться. Уже остывший бисквит разрезаем на 3 примерно одинаковых коржа. Верхушку бисквита срезаем. Готовим крем для торта. 4 яйца разделяем на желток и белок. Желтки кладем в кастрюлю, а белки нам не понадобятся. К желткам наливаем 200 мл молока и насыпаем 250 грамм сахара. Все ставим на огонь. Нагреваем на огне чуть меньше среднего, при этом постоянно перемешивая. Когда смесь начнет закипать, снимаем ее с огня и оставляем остывать до комнатной температуры. Заварная основа остыла. В миску кладем 400 грамм мягкого сливочного масла. Немного его взбиваем. Насыпаем 8 грамм ванильного сахара. Опять взбиваем. Ко взбитому маслу постепенно в 3-4 подхода добавляем заварную основу. Заварная основа обязательно должна быть уже остывшей, иначе крем потечет. Крем готов. Готовим сироп для пропитки бисквита. В сотейник наливаем полстакана воды
и насыпаем 1/4 стакана сахара. Все ставим на огонь. Когда сироп закипит, снимаем его с плиты и даем полностью остыть. Уже остывший сироп переливаем в стакан и по желанию добавляем 1 столовую ложку коньяка. Перемешиваем. Складываем торт. Кладем первый корж. Ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом вставляем ацетатную пленку. Зажимаем кольцо до размера коржа. Бисквит хорошо пропитываем приготовленным сахарным сиропом с коньяком. Выкладываем часть крема. Равномерно распределяем его по коржу. Накрываем вторым бисквитным коржом. Его точно так же пропитываем сиропом. Снова наносим крем и распределяем его по коржу. Крем выкладываем не весь, часть крема оставляем для украшения торта по бокам и сверху. Это примерно половина крема. Третий корж отдельно еще на столе пропитываем сиропом. Кладем на крем пропитанной стороной вниз. Собранный торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться минимум на 4 часа. Я поставила на целую ночь. Оставшийся крем тоже накрываем пленкой и ставим в холодильник. Торт застыл. Снимаем кольцо и ацетатную пленку. Крем, который остался, предварительно за полчаса достаем из холодильника, чтобы он согрелся и стал мягким. Если крем немного расслоился после того, как постоял в тепле, то его нужно взбить миксером, и он снова станет гладким. Кремом обмазываем бока торта и выравниваем. Немного крема наносим сверху, чтобы прибить крошки. Торт ставим в холодильник. Пока он охлаждается, готовим шоколадную глазурь. В сотейник насыпаем 60 грамм сахара, 10 грамм кукурузного крахмала. Просеиваем 25 грамм какао через сито. Сюда же наливаем 125 мл воды или молока. Все перемешиваем. Обязательно нужно, чтобы все ингредиенты соединились, а уже после этот сотейник ставим на огонь. Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая венчиком. Как только смесь закипит и появятся первые пузыри, снимаем сотейник с огня. Все еще немного перемешиваем и оставляем остывать примерно до 30 градусов. Глазурь остыла до 30 градусов. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Вынимаем хорошо охлажденный торт из холодильника и переставляем на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Наносим глазурь на торт. Делаем потеки по бокам торта. Если глазурь получилась недостаточно жидкой, то ее можно разбавить горячей водой и хорошо перемешать. Густота глазури зависит от жирности какао. Остатки шоколадной глазури выливаем сверху на торт. Все аккуратно разравниваем. Торт ставим остывать в холодильник. В оставшийся крем просеиваем через сито 1 столовую ложку какао.
Крем перемешиваем до однородности. Получившийся шоколадный крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой «Звездочка». Украшаем торт шоколадными розочками. Готовый торт ставим в холодильник застывать. Торт «Сказка» получился очень вкусным и красивым. Нежные бисквитные коржи и сливочный крем прекрасно сочетаются между собой. Такой торт отлично подходит на любой праздничный стол. Украсить такой торт можно по этому примеру или по своему вкусу. Чтобы торт «Сказка» полностью раскрыл свой вкус, его нужно достать из холодильника за час до подачи его на стол. Вторым приготовим красивый салат, который поразит всех своим вкусом и изысканным видом. Нам понадобятся самые обычные продукты, чтобы создать настоящее произведение искусства на столе. Маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук перекладываем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем горячей водой. Перемешиваем, чтобы растворились соль и сахар. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты для салата. Соленую сельдь нарезаем небольшими кубиками. Для салата понадобится половина селедки. 2 вареных картошки трем на мелкой терке. 2 средних морковки тоже трем на мелкой терке. 3 вареных яйца трем на мелкой терке. Складываем салат. На дно тарелки кладем тертый картофель. Выкладываем только половину. Равномерно его распределяем по блюду. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем нарезанную соленую селедку. Используем половину приготовленной рыбы. Распределяем ее по салату. Кладем половину маринованного лука. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Их берем тоже только половину. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Ее выкладываем всю. Распределяем по салату. Все ингредиенты стараемся выложить так, чтобы получилась горочка. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем вторую половину картофеля. Делаем сеточку из майонеза. Снова кладем нарезанную сельдь. На селедку выкладываем маринованный лук. На весь салат сверху наносим майонез. И последним слоем выкладываем тертые яйца. Равномерно распределяем их по всему салату. Готовим украшение.
3 яйца разбиваем в миску. К ним наливаем 3 столовых ложки молока. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Разогретую сковороду немного смазываем растительным маслом. Третью часть смеси выливаем на сковороду. Жарим блин на среднем огне сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра. Из этого количества яиц жарим 3 таких блина. Одну вареную свеклу трем на мелкой терке. К тертой свекле добавляем через пресс 1 зубчик чеснока. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем 1-2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Кладем блин и выкладываем на него приготовленную начинку из свеклы. Равномерно ее распределяем по блину. Сворачиваем плотным рулетиком. Таким методом начиняем все яичные блины. Приготовленные яичные рулетики разрезаем на небольшие кусочки около 2 сантиметров. Салат украшаем импровизированными цветами из блинов. Выкладываем их так, чтобы оставалось небольшое расстояние друг от друга. Все промежутки между рулетиками заполняем листьями петрушки. Если вы планируете подавать салат не сразу, а на следующий день, то украшения для салата готовьте за 2-3 часа до подачи. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым и необычным. Готовится несложно, и с его приготовлением справится каждый. Такой салат станет настоящим украшением стола. Третьим приготовим несложный салат с изюмом. Приготовление максимально простое, а салат получается очень вкусным. Сначала маринуем лук для салата. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук перекладываем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовые ложки 9% уксуса. Все заливаем горячей водой. Перемешиваем, чтобы растворились сахар и соль. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пока маринуется лук, подготовим ингредиенты для салата. 80 грамм изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Берем вареный куриный окорочок и снимаем с него мясо. Нарезаем его небольшими кубиками. Для салата понадобится примерно 300 грамм мяса. Также можно использовать вареное или запеченное куриное филе. 1 сырую морковь среднего размера трем на мелкой терке. Примерно 30 грамм грецких орехов измельчаем ножом. –80 грамм сыра трем на мелкой терке.
Складываем салат. На дно блюда кладем подготовленное куриное филе. Равномерно его распределяем по тарелке. На мясо выкладываем маринованный лук. Наносим сеточку из майонеза. Салат посыпаем изюмом. Примерно четвертую часть изюма оставляем для украшения салата. Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Равномерно ее распределяем по всему блюду. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Сверху салат посыпаем тертым сыром. Равномерно его распределяем по всему салату. Салат украшаем изюмом и измельченными орехами. Также я украсила салат зернами граната. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с изюмом получился очень вкусным и необычным. Сочность салату придает свежая морковь, а сытность мяса с сыром. Необычную сладкую ноту в салат вносит изюм. Обязательно приготовьте такой салат, это очень вкусно. Четвертое, приготовим запеченную скумбрию с лимоном. Рыба получается сочной, очень вкусной и с приятной кислинкой лимона. Сначала скумбрию нужно разморозить и очистить от внутренностей. Я подготовила 2 тушки скумбрии. Рыбу перчим и солим по вкусу с двух сторон и внутри. Сверху рыбу смазываем небольшим количеством сметаны. Сметана может быть любой жирности. Если ее нет, можно смазать майонезом. Подготовленные тушки скумбрии разрезаем на порционные куски. Одну луковицу нарезаем полукольцами. 1 лимон тоже нарезаем полукружочками. Форму для выпечки немного смазываем растительным маслом. В форму перекладываем нарезанную кусочками скумбрию. Между каждым кусочком рыбы кладем лук и лимон. Форму с рыбой ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем рыбу примерно 35-40 минут. Запеченная скумбрия с лимоном получилась очень вкусной и красивой. Сочность рыбы придают луковые кольца, а лимон придает скумбрии приятную кислинку и пикантный цитрусовый аромат. Благодаря сметане на рыбе получается очень аппетитная корочка. Пятым приготовим очень красивый салат с цветами из овощей. Салат не только красивый, но и очень вкусный. Готовится он из самых доступных продуктов. Начнем с подготовки морковки и редиски для украшения, так как им нужно постоять около 2 часов. Берем длинную морковь и нарезаем ее тонкими полосками. Это лучше всего делать овощечисткой. Ножом настолько тонкие пластинки не получится нарезать. В процессе нарезки морковь через каждые 3-4 полоски разворачиваем. Редис моем и нарезаем тонкими кружочками. В плоскую емкость насыпаем примерно 1,5 столовых ложки соли и наливаем 1 литр воды. Перемешиваем до растворения соли. В соленую воду кладем полоски морковки и разравниваем их.
Сюда же кладем кружочки редиски. Оставляем их примерно на 1,5–2 часа. За это время овощи станут мягкими. Готовим ингредиенты для салата. 2 свежие морковки трем на мелкой терке. 4 вареных яйца трем на крупной терке. Берем 2 средних кисло-сладких яблока и разрезаем их на 4 части. Вырезаем серединку с семенами и срезаем шкурку. Очищенные яблоки трем на крупной терке. Яблоки поливаем 2 столовыми ложками лимонного сока или яблочным уксусом. Все перемешиваем. Это делается для того, чтобы яблоки сильно не потемнели. 130 грамм сыра трем на мелкой терке. Складываем салат сразу в блюде, в котором будем подавать его на стол. На дно блюда выкладываем половину яблок. Равномерно их распределяем по дну. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем половину подготовленных яиц. Равномерно их распределяем. Яйца немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Кладем половину тертой морковки. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Дальше выкладываем половину тертого сыра. Опять наносим майонез. Следующим слоем выкладываем вторую часть яблок. Наносим майонез. Кладем вторую часть яиц. Опять наносим майонез. Слой тертой морковки. Немного его солим. Наносим сеточку из майонеза. Все посыпаем оставшимся тертым сыром. Салат готов, теперь займемся украшением. Делаем розочки из морковки. Морковные полоски вынимаем из соленого раствора и обсушиваем бумажными полотенцами. Берем полоску морковки и немного скручиваем ее трубочкой. Затем, перекручивая полоску, формируем лепесток. Таким методом делаем лепестки, пока не закончится морковная полоска. Цветок переворачиваем и закрепляем зубочистками. Таким методом скручиваем все цветки из морковных полосок. Кончики зубочисток отрезаем ножом. Делаем цветок из редиски. На бумажное полотенце выкладываем уже настоявшиеся кружочки из редиски. Обсушиваем их бумажным полотенцем. Кружочки из редиски выкладываем полоской внахлёст друг на друга. Скручиваем их трубочкой. С одной стороны лепестки закрепляем зубочистками. Кончики зубочисток отрезаем.
С другой стороны лепестки расправляем. Получился вот такой цветок из редиски. Таким методом формируем все цветочки. Готовим цветы из огурца. Длинный огурец нарезаем тонкими полосками. Удобнее всего огурец нарезать овощечисткой. Полоски должны быть максимально тонкими, тогда они хорошо гнутся. Делаем цветы точно так же, как из морковки. Берем полоску огурца и немного скручиваем ее трубочкой. Затем, перекручивая полоску, формируем цветок. Таким методом скручиваем весь цветок. Внизу закрепляем зубочисткой. Лишние кончики зубочисток отрезаем ножом. Так скручиваем все цветы из огурца. Лучше всего цветы скручиваются из полосок, в которых нет семечек. Полоски с семенами с середины огурца не подходят, так как они рвутся посередине. Чтобы цветы из овощей не заветривались и выглядели красиво, немного смазываем их растительным маслом. Приготовленными цветами украшаем салат сверху. Красиво выставляем их, формируя полянку. Возле цветов выкладываем листья петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с цветами из овощей получился очень красивым и ярким. Он шикарно украсит любой праздничный стол. Салат легкий и сочный за счет яблока и свежей морковки. Следующее приготовим несложную и очень вкусную закуску в корзиночках. Приготовление максимально простое и быстрое. Берем 2 сырых моркови среднего размера и трем их на мелкой терке. Два вареных яйца тоже трем на мелкой терке. 1 плавленый сырок весом 80 грамм трем на мелкой терке. Для того, чтобы сыр легче терся, я его положила в морозильную камеру на 30 минут. В миску кладем тертую морковь. Яйца и сыр. Добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную начинку перекладываем в кулинарный мешок. Я использую насадку звездочка, но можно обойтись и без насадки. Песочные корзинки наполняем приготовленной начинкой. Этого количества начинки хватает примерно на 20-25 корзиночек. Сверху каждую корзинку с начинкой украшаем листиком петрушки. Сюда же кладем по одной оливке. Закуска готова. Закуска с морковью в корзинках получилась красивой и с приятным пикантным вкусом. Легкость и сочность ей придает морковка, а сытность сыр. Также такую начинку можно подать на крекере или хлебцах.
На горячее приготовим отбивные в духовке с начинкой. Это легкий рецепт очень вкусного мяса, который прекрасно подходит для праздничного стола. Куриное филе моем и нарезаем на пластинки. Одно филе, в зависимости от его размера, можно разрезать на 2 или 3 кусочка. Для отбивных я взяла 4 куриных филе, это примерно 1,5 килограмма мяса. Каждый кусочек филе немного отбиваем молотком с 2 сторон. Готовим начинку. 700 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Одну луковицу нарезаем четверть кольцами. Грибы кладем на горячую сковороду. Готовим на самом большом огне до испарения всей жидкости. Когда жидкость испарилась, наливаем в сковороду к грибам немного растительного масла. Кладем подготовленный лук. Обжариваем грибы с луком до золотистости лука. В конце приготовления грибы солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Противень от духовки смазываем растительным маслом. На противень выкладываем подготовленные куриные отбивные. Мясо немного солим. Сверху на каждый кусочек мяса выкладываем подготовленные грибы с луком. Три-4 помидора среднего размера нарезаем кружочками. «200 грамм сыра трем на мелкой терке. Я взяла сыр чеддер. Пластинки помидоров кладем сверху на грибы. Все посыпаем тертым сыром. Стараемся посыпать каждый кусочек мяса отдельно, чтобы после запекания все отбивные не склеились между собой. Мясо с начинкой ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30 минут. Отбивные готовы, выкладываем их на блюдо. По желанию отбивные можно украсить зеленью, я украсила петрушкой. Отбивные с начинкой в духовке получились очень вкусными. Нежное куриное мясо и сочная начинка под сырной корочкой – это прекрасное сочетание. Готовится такое блюдо несложно и достаточно быстро. Оно прекрасно подходит для праздничного стола. И последний приготовим необычный салат-закуску в виде цветка. Приготовление максимально простое, а результат потрясающий, ярко, необычно и очень красиво. Длинный огурец нарезаем тонкими пластинками. Нарезать лучше всего овощечисткой, так полоски получаются максимально тонкими и хорошо гнутся. В процессе нарезания огурец переворачиваем. Полоски из центральной части огурца, где много семечек, не подходят, так как они рвутся. Мне для закуски понадобилось 2 длинных огурца.
Берем 300 грамм уже готовой морковки по-корейски. Разрезаем ее несколько раз на более мелкие кусочки. Складываем в салат-закуску. На большое плоское блюдо выставляем пластинку огурца. Кладем подготовленную морковь по-корейски. Заворачиваем огурец. Получился вот такой лепесток. Снова ставим пластинку из огурца и заполняем ее морковкой. В каждую пластинку огурца кладем примерно 2-3 столовых ложки морковки. Таким методом складываем весь салат. У меня получилось 9 лепестков на блюде диаметром 26 сантиметров. Один помидор разрезаем пополам. Одну из половинок помидора нарезаем тонкими пластинками. Пластинки помидора равномерно сдвигаем, чтобы получилась вот такая лента. Аккуратно все скручиваем в цветок. Цветок из помидора ставим в центр салата. По желанию центр салата можно украсить помидором, нарезав его небольшими кубиками. Блюдо готово, можно подавать на стол. Салат-закуска «Цветок» получилась очень красивой и эффектной. Готовится просто и достаточно быстро. Такое блюдо прекрасно подходит для любого праздничного стола. Если вам понравился такой вариант праздничного меню, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.